Всем привет! Это SPL Lab. И сегодня мы с вами поговорим про еще один важный измерительный режим, режим PWR, для измерения мощности и характеристик усилителей. Открываем нашу программу. Сразу хочу заметить, что у нас вышла версия 2.9.5. Обязательно скачайте, обновитесь. Там много всяких правок, исправления ошибок, оптимизации. Итак, начнем с конфигурирования. Открываем вкладку «Конфиг», смотрим, что у нас тут такое. У нас подключен Next USB с 4 портами. На первых двух портах у нас установлены как раз-таки AC-DC датчики мощности. На двух крайних портах датчики SPL. Здесь есть галочка 10 мВА. Что она означает? Она в 10 раз снижает чувствительность потоку. Для чего это нужно? Нужно это для того, чтобы измерять токи небольшой величины. Допустим, у вас какой-то искусный усилитель, у которого выходной ток всего лишь несколько ампер. И при использовании тех же клещей для замера выходной мощности или датчика Hall, у которого вообще предел 1200 ампер, это будет слишком низкий уровень, чтобы его точно измерить. Поэтому что мы делаем? Мы 10 раз пропускаем провод через клещи или через датчик Холла, чтобы увеличить ток в 10 раз. И здесь указываем, что нужно нам снизить чувствительность в 10 раз. После этого программа автоматически это учтет и будет у нас ток уменьшать в 10 раз. И еще важный момент. При использовании клещей Mastec на них есть переключатель 10 мВА или 1 мВА. Всегда измеряйте в положении 1 мВА. Не надо включать 10 мВА и ставить здесь галочку. Это будут некорректные измерения, к сожалению, но это уже вопрос к Мастеку. Если нужно снизить чувствительность, 10 раз оберните провод вокруг клещей и поставьте галочку 10 мВА. У нас сегодня будут синтетические замеры, поэтому мы не ставим эту галочку. Итак, вот что касается конфигурации. Итак, перейдем к самому режиму PWR. Вот его открываем и посмотрим, что у нас здесь за контролы. Количество каналов возможно до 4, но на этом видео я покажу работу с 2 каналами, потому что я хотел еще показать гибридный режим, а он требует на 2 остальных каналах наличия датчиков давления. Время замера, если нам нужно, мы можем установить его в секундах. Сброс всех измеренных данных. Дальше вот тут есть тоже такой важный параметр, называется шумоподавление. За что он отвечает? Он нужен для того, чтобы корректно замерять усилители мощные, моноблоки, которые имеют большое количество электромагнитных шумов на высоких частотах. То есть, по сути дела, здесь алгоритм фильтрует специальным образом верхние вот эти вот паразитные составляющие. И все, что выше порядка 500 Гц, все сигналы обрезаются. При замере сабвуферного звена нам это вполне подходит. Если же мы измеряем систему на всем слышимом диапазоне, то есть нам нужно измерить сигналы выше, чем 500 Гц, то нам эту галочку нужно снять, иначе мы просто нормально их не замерим. Далее. Вот у нас кнопка, мы можем распечатать текущий экран быстро, можем файл распечатать, можем распечатать на лист бумаги. Далее у нас экран по стандарту поделен на 3 области. Это табло, это осциллограмма и это график значений. Каждую область мы можем отдельно открыть, закрыть, как нам удобно, как нам нужно. Мы оставим все, чтобы смотреть работу на всех частях интерфейса. Далее, вот у нас экран поделен на 2 части, у нас 2 канала. Здесь мы выбираем режим работы. Это либо измерение переменного тока AC, либо измерение постоянного тока. Переменный ток — это у нас выход усилителя. Постоянный ток — это у нас бортовая сеть, то есть по сути то, что потребляет у нас усилитель.
Далее идет у нас режим отображения. Здесь мы можем выбрать, какой набор данных мы будем отображать на табло. Соответственно, полная, только мощность. И здесь у нас вот расширенное напряжение. То есть мы здесь видим, помимо того, что напряжение и ток, для постоянного напряжения ток, мы видим здесь минимальные напряжения и максимальное напряжение. Также мы здесь видим, если у нас на втором канале будет переменный ток, то есть здесь мы будем видеть КПД нашего усилителя. Как отношение мощности, которую усилитель взял из бортовой сети, к мощности, которую он выдал у нас в акустическую систему. Если же мы смотрим режим АЦ, то у нас немножко другой набор данных здесь. То есть у нас тоже может быть либо мощность, либо активная, либо полная, либо сокращенная. Опять же, полная активная мощность. Значит, давайте посмотрим здесь по табло. То есть, ну вот вы уже поняли, что здесь у нас мощность, минимальное напряжение, максимальное напряжение, ток, таймер, КПД, напряжение. Здесь у нас активная мощность, здесь у нас полная мощность, здесь коэффициент мощности, как отношение полной к активной мощности. Здесь напряжение, здесь ток, здесь импеданс. Здесь у нас частота, время и коэффициент нелинейных искажений. Итак, давайте запустим замер, чтобы посмотреть вообще, что у нас происходит. И посмотрим, какие здесь элементы есть насчет осциллограммы. Значит, не смотрите вот на эти данные, это все данные синтетические. Конечно, никаких тут у меня таких мощностей огромных нету, но они нам помогут для того, чтобы наглядно все посмотреть. Вот сейчас у нас идет синус. 70 Гц. Мы берем, можем убрать отображение здесь синусоиды напряжения или тока. Но они у нас здесь совпадают, так что как бы не так наглядно видно. Но в общем, если нам нужно пристально посмотреть только на ток или только на напряжение, мы можем его отключить. Здесь вот у нас такая удобная штука, как масштаб волны. Мы можем для детального рассмотрения формы сигнала, мы можем его увеличивать достаточно сильно. Вот. А внизу у нас есть специальная область, в которой у нас отображаются величины. Весь замер у нас постоянно идет запись данных, которые мы измерили. И в любой момент времени мы можем посмотреть, какие у нас были значения по всем измеряемым величинам, как по постоянному току, так и по переменному току. Но помимо этого мы можем изменить данные, которые у нас будут по оси X. Проще всего будет сейчас наглядно показать с частотой. Вот мы ставим частоту, запускаем. Сейчас у нас 70 Гц. И мы начинаем потихонечку сигнал уменьшать по частоте. И что мы фактически сейчас здесь увидим? Мы увидим внизу по оси X у нас частоты идут, а здесь у нас идут все значения, которые были измерены. То есть мы на любую точку нажимаем и видим, что вот на 58 Гц у нас такие значения, на 65 такие. И здесь можно очень хитро комбинировать, то есть увидеть очень интересные зависимости, то есть как данная величина зависит от других. Вот. Можно поэкспериментировать, все это потом можно экспортировать в текстовый формат, чтобы в Excel там, или еще где-то эти все данные обрабатывать и изучать. А теперь нужно рассказать еще про важный момент, это про калибровки. Значит, что сказать по поводу калибровок? Конечно, все приборы проходят калибровку при производстве, и они отгружаются абсолютно откалиброванными. Но по постоянному току нужно калибровать каждый раз под конкретный источник напряжения. Смотрите, как это работает. Значит, мы запускаем замер. И видим вот такие вот у нас по
постоянному току у нас вот такие вот значения неадекватные. Хотя сейчас у меня фактически, вот сейчас я отключил, сейчас у меня фактически не подключено ничего ни по напряжению, ни по току. Мы в данном случае делаем автоматическую калибровку и одного и другого значения. Вот здесь вот нам программа показывает, соответственно, какое смещение нуля было добавлено. В данном случае, так как у нас были значения минус 62 и минус 9, нам нужно добавить 9,8, чтобы здесь был 0, а здесь нам нужно добавить 62, чтобы был 0. Вот мы нажимаем автокалибровку и фактически выставляем 0. Но здесь возникает следующий момент. Сейчас у меня ничего не подключено к крокодилам измерения напряжения. И казалось бы, вот я выставил нулевую точку, все нормально, я могу измерять, все будет правильно. И смотрите, что происходит. Вот сейчас я подключаю к источнику питания, который не выдает никакой мощности, никакого напряжения. Но так как он уже имеет свое какое-то сопротивление, у меня нулевая точка смещается. Если я сейчас вот включу, подам напряжение, я подал там порядка 9 вольт. У меня измерения будут неправильные. Соответственно, нам нужно подключить сначала крокодила к нашей системе, обесточить ее, то есть ее отключить от питания, от аккумулятора, и только после этого сделать автоматическую калибровку. Иначе измерения будут неверные. Вот сейчас мы нажимаем, теперь у нас 0, подаем напряжение. И видим, что вот у нас сейчас все в принципе совпадает, все правильно. Касаемо тока, ну это тоже такие синтетические данные, но вот этот момент важный, то есть чтобы мы откалибровали правильно 0 по напряжению, нам нужно подключить крокодил к обесточенной системе. Вот эти вот верхняя строчка у нас отвечает за смещение по постоянному току и по постоянному напряжению. На значение переменного тока эти значения не влияют. Второй момент. Если же нам неудобно, допустим, обестачивать систему и так далее, но у нас есть проверенный вольтметр, под который мы можем откалибровать. Какой-нибудь флюк хороший. Мы, допустим, видим, вот сейчас я смотрю, у меня... Допустим, сброшу я калибровки все. У меня сейчас на источнике питания 17 вольт. Вот сюда я ввожу вот это значение. То есть, к какому значению нам нужно привести измеряемые значения на нашем приборе. Нажимаем автокалибровку и получаем 17 вольт. То есть он сам вычислил нужный нам коэффициент и подогнал. И то же самое, в принципе, по току. Если я скажу, что у нас тут 10 ампер сейчас, нажимаю автокалибровка и получаю 10 ампер. Ну, соответственно, это возможно только если мы подгоняем, подкалибровываем под какой-то хороший измеритель. Если у нас нету такой возможности, тогда мы делаем калибровку относительно нуля. Вот у нас тут есть еще делители по току и по напряжению. Что это такое? Это не прямые делители. То есть, если мы тут укажем 2, то у нас вдвое не изменится напряжение. Вот я, пожалуйста, ставлю 2. Нет, оно не меняется. И это изменение делителя. То есть, если мы ставим 2, мы прибавляем к делителю, к внутреннему коэффициенту двоечку. Если же мы вычитаем, то есть, соответственно, вот, пожалуйста, я прибавил 2. Ну, давайте для наглядности 20. У нас уменьшилось значение напряжения, потому что у нас делитель увеличился. Если же мы делаем минус 20, то у нас значение, наоборот, увеличивается, потому что у нас делитель уменьшился. Таким образом, мы можем достаточно точно подогнать значение. Ну, допустим, опять же, все приборы откалиброваны, но бывает так, что у людей поверенные в Росреестре, флюки какие-то, еще что-то такое, и у них возникает какая-то разница в показаниях. В таком случае вы можете прям вот детально до десятых долей вольта подогнать. Ну, вот, допустим, я здесь покажу на переменном токе и напряжении. Вот то же самое, что у нас вот порядка 140 вольт. Мы берем и там 10,
2. И вот мы подогнали под 160, ну это, конечно, большая разница, ну под какой-то вот измеритель как-то нам нужно поправить, то есть в принципе эти значения, они небольшие должны быть, ну бывает там 2, 2,6, что-то такое, то есть это не то, что там 50 вам нужно, видите, то есть это все резко изменяет значение. Разница может быть какая-то минимальная, то есть это будет у вас коэффициент там 1,1, что-то такое. Но и то же самое у нас идет по току. Мы можем подогнать в одну, в другую сторону. То есть это уже такие прям минимальные точные подгонки. Но еще раз повторю, это ничего трогать не надо. Из коробки все откалибровано, все работает. Это уже, если вы в дебри там лезете, если у вас есть какие-то поверенные приборы из Росреестра, вам надо под них подогнать, чтобы все вот это вместе показывалось совершенно одинаково. Вы можете вот на эти вот десятые доли вольта, 1-2 ампера, вы можете все это подогнать. Соответственно, вот кнопочка Reset, она у нас все это, все настройки, все калибровки она сбрасывает. То есть вы можете это всегда делать перед началом замера, допустим, все сбросить и уже спокойно работать. Спокойно, если нужно вам там что-то подкалибровать. Значит, остается у нас вот что такое множитель тока и множитель напряжения. Вот эти вот два выпадающих списка. Зачастую бывает какая ситуация, что у нас, допустим, питание идет 4 такими толстыми проводами, они одинаковые, они имеют одну и ту же длину, они подходят к одному усилителю, и мы там с долей вероятности можем сказать, что значения тока, измеренные на них, будут близкие. Соответственно, зачем нам их все вместе сплетать в какой-то огромный пучок, пытаться этот пучок измерить, когда мы можем измерить только один, допустим, из 4 проводов и, в принципе, получить близкие значения. Ну, конечно, предварительно проверив, что они между собой равны. Вот мы здесь указываем это значение, оно у нас появляется, и таким образом у нас значение тока умножается на этот вот коэффициент. Это удобно. Или у нас, если, допустим, несколько усилителей, мы можем там с какой-то точностью сказать, что значения близкие, значит, мы можем вот так вот умножить для каких-то вот таких примерочных измерений. Ну, здесь поставим единичку. То же самое по напряжению. Ну, то есть мы можем, допустим, измерять в мосте одно только плечо и быть там с какой-то вероятностью уверены, что второе плечо будет по напряжению близкое. То же самое умножим на 2, получим здесь двойные значения. Но это всегда у нас на табло отображается, чтобы мы как бы об этом помнили, что это у нас не такое значение действительно сейчас измеряется, а просто это оно у нас синтетическое, оно у нас умноженное. Это что касается вот измерений в самом режиме. Теперь хотелось сказать пару слов про подключение. Вообще, как эти датчики подключать, соединять. Да, это такие вещи достаточно базовые, но все равно ребята, новички иногда спрашивают, лучше это показать на схеме. Вот у нас есть усилитель, вот он у нас подключен к некому динамику. Это может быть сабвуфер, это может быть трехполосная система далее через кроссовер, но неважно. Главное, что она у нас выходит вот плюс или минус. Далее у нас тут аккумулятор обязательно с предохранителем. У нас идет магнитофон, от него идет управление ремоут. Плюс идет к усилителю, земля идет от усилителя. Давайте сейчас разберемся с измерением выхода усилителя. То есть это переменный ток напряжения, режим АЦ, выход усилителя на акустику. Значит, нам нужно плюсовой провод, который выходит у нас из усилителя. Нам нужно его продеть через клещи или через датчик холла. При этом вот у нас идет провод с крокодилами, провод РЦА. Мы его подключаем к минусу и к плюсу выхода усилителя. Не надо подключать эти крокодилы к плюсу или минусу к теме электроснабжения автомобиля, потому что мы измеряем именно выход. То есть мы измеряем выходной ток, когда у нас провод продевается через клещи или через датчик, и мы измеряем выходное напряжение через
крокодилы, подключив к плюсу и к минусу акустики. Далее, для измерения потребления усилителя нам нужно 12 вольт, то, что у нас питается усилитель, нам нужно продеть через датчик холла. Я хочу тут особо отметить, что клещи Мастек не измеряют постоянное напряжение. Поэтому в данном случае нужно использовать датчик холла. Мы продеваем через него провод 12 вольт, а крокодилы мы подключаем на минус и на плюс питание усилителя. Тогда мы измеряем ток и напряжение, и мощность, которую у нас усилитель потребляет. Вот при такой схеме подключения с этими двумя датчиками мы спокойно можем измерить КПД. Итак, по подключению вроде мы разобрались. Теперь давайте вернемся в программу и еще пару моментов здесь скажем. У нас здесь две мощности. Мощность в ваттах и мощность в вольт-амперах. Что это такое? Мощность в вольт-амперах — это просто у нас идет произведение напряжения на ток. Это полная мощность, которую у нас выдает усилитель. Что такое мощность в ваттах? Это мощность, которая совершает работу по движению динамика. Она всегда будет меньше или равна мощности полной. То есть это у нас мощность активная в ваттах, мощность полная в вольт-амперах. Вот у нас здесь единичка, потому что у нас это синтетический тест, у нас здесь нету между ними фазовой разницы, поэтому они приблизительно равны. Коэффициент мощности — это отношение этих двух величин, соответственно, он равен единице, это максимум. Но в реальной системе, когда у вас есть какое-то акустическое оформление, когда у вас не резистивная нагрузка, а индукционная в виде динамика, у вас всегда эти значения будут отличаться, и не надо их путать. То есть у вас всегда будет мощность активная, она будет меньше, чем мощность полная, и коэффициент этот будет меньше единички. Поэтому обращайте на это внимание, не путайтесь в величинах. То есть знайте, что вот эта мощность в ваттах, она уже идет с учетом фазы сигнала между напряжением и током. В общем, это что касается у нас активной полной мощности. Для постоянного тока, мощность постоянного тока, она у нас идет в ваттах. И, соответственно, у нас КПД — это есть отношение мощности в ваттах по постоянному току к мощности в вольт-амперах переменному току. Можно показать более реальные, скажем, с точки зрения математики цифры, что если у нас мощность 750 ватт выходная вольт-ампер, а потребляет у нас усилитель 1 киловатт 174 ватта, то у нас, соответственно, идет КПД 64%, и если мы будем снижать выходную мощность, то у нас значения падают, либо же наоборот растут, и потом становится больше 100%. В общем, так можно удобно мониторить, насколько у нас усилитель эффективный. Еще хотел бы я вам рассказать про гибридные режимы. Это важный момент. Посмотрите, значит, давайте откроем тот же двухканальный у нас SPL. Здесь выбираем режим гибридный ПВР, и у нас данные появляются по току, напряжению, которые у нас измеряются с помощью датчика мощности. Здесь, соответственно, можем выбрать AC/DC для канала, но оно будет общее. Выбираем AC, полная, допустим, мощность, лимиты по мощности. И то же самое здесь у нас присутствуют эти калибровки, такие же, как
в режиме самом PVR. То есть мы то же самое все можем здесь выставить. Вот, сделано это для того, чтобы тоже мы могли там, допустим, по постоянному току давление, значение подогнать. И есть у нас также здесь шумоподавление. Тоже мы, в зависимости от задачи, мы его либо включаем, либо выключаем. Но я хотел показать не это. Я хотел показать новую фишку, которую мы добавили по просьбе уважаемых наших друзей. Смотрите, что мы теперь можем делать при измерении в гибридном режиме. Вот у нас сейчас запущен гибридный режим. Давайте сделаем один канал для примера. Соответственно, запускаем. Включаем удержание пика. Включаем тон. Вот у нас, допустим, тон идет 40 Гц. Он у нас зафиксирован. И смотрите, теперь если мы нажимаем вот сюда вот мышкой, то мы видим все значения гибридного режима, которые были в момент, когда было достигнуто вот эти вот 40 Гц. И мы можем либо свипом, либо потихонечку по 1 Герцу вот так вот изменять, прогнать систему. Во-первых, увидеть сразу АЧХ по давлению. Вот. Ну, вот сейчас я дойду до 50. С 40 до 50. Все, останавливаю и смотрим. И вот у нас в каждой точке мы все параметры видим. Мы можем эти значения сохранить в цветные банки. Вот, нажав на любую из цветных вот этих вот кнопок, он обведет наш график. Мы можем их сохранить в файл, вот эту вот кривую, чтобы потом в следующий раз загрузить. Мы что-то, если поменяем, на следующий день какие-то внесем изменения и сможем просто-напросто сравнить. Но помимо этого, мы можем эти значения экспортировать. Экспортировать в таблицу. Ну вот я для примера здесь сделаю там какой-нибудь любой файл там. Вот, сохранили и смотрите, что у нас получилось. Вот у нас этот файл, в нем сохранились у нас данные кривых, которые мы в банке сохранили. И вот мы видим здесь вот по частотам у нас все. Соответственно, идет у нас давление, какое было в этой точке, напряжение, ток, мощность, импеданс. И КПД у нас логарифмическое тоже здесь сразу же считается. И вот мы все это видим. Ну и дальше у нас тоже, ну поскольку у нас здесь еще были там какие-то артефакты, это уже не важно. Главное, мы смотрим вот на эту часть, по которой мы уже тонами прошлись. Это удобно, надеюсь, это вот не зря сделали. Вот эту штуку пробуйте, смотрите. Еще вот отдельно сказать про режимы удержания. Вот давайте посмотрим здесь на первом канале у нас удержание максимального значения. При этом у нас удерживается максимальный ток, напряжение и мощность. Если же здесь вот мы для переменного тока сделаем удержание максимума, то у нас будет удерживаться ток, напряжение и мощность максимумы. А остальные значения, такие как коэффициент мощности, искажение, импеданс, будут соответствовать у нас максимально достигнутой мощности. Это вот такой нюанс. То же самое у нас здесь минимум. Потом мы можем средние значения показывать, то есть за все время замера сглаживать их во времени, скажем так. И еще... Для переменного тока напряжения мы можем удерживать значение, соответствующее минимальному значению коэффициента нелинейных искажений, или же удерживать значение меньше указанного значения THD. Это удобно для поиска мощности при минимальных искажениях. Вот еще хотел бы я подчеркнуть режимы Sync. Sync здесь вот тоже Sync. Что они означают? Это означает, что удержание на одном канале будет синхронизироваться со вторым каналом.
То есть, если у нас здесь, допустим, удерживается максимум, и в какой-то момент времени мы удержали, то есть у нас превысило текущее значение мощности, превысило предыдущее, то этот момент будет тот момент, в котором на этом канале будут удержаны значения. То же самое наоборот. Если мы здесь поставим синхронизацию на второй канал, здесь выберем какое-то удержание, там, я не знаю, минимального THD, то также, допустим, будет это синхронизироваться, и значения на первом канале будут удерживаться в момент удержания значений на втором канале. Это тоже важно для исследований. С вами был SPL Lab. Это Кирилл. До новых встреч.